Глава 3. Покинутый монастырь. Мои опасения оказаться раздавленными в конце шахты не подтвердились. Платформа плавно выехала в небольшой зал и остановилась в его центре. Яркий солнечный свет бесчисленными тонкими лучами проникал внутрь через витражи узких закругленных наверху окон, идущих по периметру зала от середины стены до самого потолка. В нескольких местах витражи были заменены обычными стеклами, и за ними, по насыщенно синему небу, радуя глаз, проносились нарядные, как платье невесты, белые облака. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы развеять все мои мрачные мысли. Теперь я чувствовал в себе безграничные силы и готов был преодолеть любые препятствия. В зал вела лишь одна дверь, расположенная в углублении стенной арки. Мелисса уже направилась туда и, подергав дверь за ручку, легко открыла ее. За дверью оказался извилистый темный коридор, заканчивавшийся узкой винтовой каменной лестницей. Поднявшись по ней, мы оказались в совсем маленькой комнатке, напоминавшей монашескую келью. Обстановка ее состояла из узкой деревянной лежанки, невысокого шкафа и маленького столика. На нем в позеленевшей медной тарелке лежал огарок восковой свечи со следами мышиных зубов. Яркий солнечный луч падал на каменную стену через расположенное у самого потолка небольшое окно и, отражаясь, растекался по всей комнате. Из любопытства я приоткрыл дверку шкафа. Полки оказались сплошь заставлены книгами в кожаных переплетах. Вытащив одну наугад, я полистал пожелтевшие страницы, мелко исписанные непонятными мне знаками. В нос ударил знакомый запах старой бумаги и библиотечной пыли. На некоторых страницах красовались искусно выполненные рисунки. Несомненно, здесь можно было бы провести много увлекательных часов, но нам надо было спешить. Я поставил книгу на место. Келья оказалась одной из множества подобных, выходящих в длинный узкий коридор с овальной формы окошками на противоположной стене. Двери в некоторые кельи были приоткрыты или вовсе распахнуты настежь. Сразу чувствовалось, что там уже давно никто не бывал. Коридор вывел нас в небольшой дворик, примыкавший одной стороной к узенькой улочке, стиснутой высокими каменными стенами. Поплутав немного по лабиринту улиц, похожих одна на другую, как две капли воды, и убедившись, что здесь нигде нет ни одной живой души, мы вышли на площадь с большими деревянными воротами, которые, видимо, служили главным входом в это покинутое поселение. Ворота открылись на удивление легко. Мне пришлось сразу же зажмурить глаза, настолько ослепительно сверкало ледяное поле, начинавшееся прямо от входа. Когда глаза немного привыкли к яркому свету, я оглянулся назад. Моему взору открылся вид на заснеженную гору с прилепившимися у основания причудливыми постройками, чем-то похожими на тибетский монастырь, который я давным-давно видел на фотографии в какой-то книге или журнале. За все это время Мелисса не проронила ни слова. Она лишь с интересом озиралась по сторонам. Видимо, и ей не приходилось раньше видеть ничего подобного. Тишина была почти абсолютная. Само время, казалось, остановило здесь свой бег. Я взглянул под ноги. Мы стояли на гладком и прозрачном, как стекло, льду. В глубине, как за стеклом аквариума, виднелось каменистое дно. Толщину льда на глаз определить было невозможно. Она могла оказаться какой угодно. От нескольких сантиметров до метра или даже больше. На всякий случай я постучал ногой по льду, проверяя его на прочность. Ощущение было, как будто я бил в гранитную скалу.
так что провалиться под лед, пожалуй, нам не грозило. А вот замерзнуть можно было запросто. Одеты мы были довольно легко, и если до сих пор не чувствовали холода, то лишь потому, что наши мысли были полностью заняты совершенно другим. Теперь же, когда нам предстояло преодолеть ледяную пустыню, которая простиралась до самого горизонта, неплохо было бы, по крайней мере, обзавестись какой-нибудь одеждой, и единственным местом, где мы могли надеяться найти хоть что-то подходящее, был, конечно же, заброшенный монастырь. Наверное, я стал скептиком за те часы, которые находился в этом мире. Во всяком случае, я считал, что наши шансы найти подходящую одежду в заброшенном монастыре равны нулю. Ну, разве что какие-нибудь полусгнившие тряпки, которыми мы сможем обмотаться. Я оказался неправ и в этот раз. Открыв первую встретившуюся нам дверь, мы попали в большой зал с длинным деревянным столом и скамейками, идущими вдоль него. Зал, скорее всего, служил когда-то в качестве трапезной. В стенных нишах были вмонтированы шкафы с простой столовой утварью. В одном из них оказалось несколько, почти новых с виду, черных шерстяных плащей с капюшонами. Вот уж не думал, что мне придется когда-нибудь нарядиться пилигримом. Мелисса очень обрадовалась находке. Она потратила немало времени, чтобы подобрать себе плащ по размеру и фасону. То ей не нравилось, как он сидит, то он оказывался слишком длинным, то слишком коротким. Наконец она остановила свой выбор на наиболее элегантном и, нарядившись, пустилась в танец, весело крутясь на одной ножке и напевая веселую мелодию. Полы плаща развивались при этом веером, и я, наблюдая за ней, чувствовал себя участником карнавала, совершенно позабыв, что мы по-прежнему спасаемся бегством, и наши преследователи могут быть совсем недалеко. Словно угадав мои мысли, Мелисса внезапно остановилась и серьезно сказала: «Все, я готова. Не стоит задерживаться здесь слишком долго». Я согласно кивнул головой и, подумав, решил прихватить еще пару плащей, на случай, если дорога окажется длиннее, чем мы предполагаем. Я обвязал их веревкой и перекинул через плечо так, чтобы они не мешали при ходьбе. Я мысленно представил себе нас, шагающих по бескрайней ледяной пустыне, и наличие теплых шерстяных плащей, пусть даже и в 2 экземплярах, не вызвало у меня никакого энтузиазма. Вся эта затея была мне не по душе. Внезапно меня осенило, что мысль о том, что нам надо непременно идти пешком, поселилась в моей голове, когда Мелисса говорила, что стоит перебраться на другую сторону гор, как до города будет рукой подать. Реальные обстоятельства, а именно раскинувшаяся перед нами бескрайняя ледяная гладь, делали идею пешей прогулки абсурдной. Нам определенно необходимо было какое-нибудь транспортное средство. Почему бы не попытаться соорудить что-нибудь наподобие саней с парусом и лыжами? Я поделился своими мыслями с Мелиссой, и она с радостью ухватилась за эту идею. «Как здорово ты придумал!» — воскликнула она. «Если честно, то мне даже думать не хотелось о том, как мы переберемся через это ледяное море. Я просто говорила себе: ничего страшного, все как-нибудь устроится». Недолго раздумывая, я положил 2 длинные скамейки на бок и крепко связал ножки веревкой. Получилось нечто наподобие полозьев. Концы досок я закруглил ножом с обеих сторон, затем вынул из шкафа несколько полок и привязал их поверх полозьев в виде настила. Благо, скамейки состояли из нескольких длинных досок с небольшой щелью между ними. Получилась прочная конструкция. Теперь оставалось только найти подходящий материал для мачты и кусок ткани для паруса. Оглядевшись по сторонам, я заметил между шкафами дверь. Она вела в небольшой внутренний дворик, служивший, скорее всего, местом для отдыха.
Вокруг выложенного белым камнем родника было разбросано несколько плетеных ковриков. Я опустился на колени и зачерпнул воду ладонями. Она оказалась прохладной и приятной на вкус. Я позвал Мелиссу, и она тоже с удовольствием напилась из родника. Во дворе нашлось несколько длинных шестов, которые вполне годились для изготовления мачты. Парус я собирался сделать из стоявшей тут же старой палатки. Захватив находки, мы вернулись в трапезную. Я принялся за работу, и скоро у меня в руках была приличная мачта с закрепленным на ней парусом. Теперь нам не нужно было беспокоиться о весе того, что мы хотим взять с собой. Мелисса собрала по шкафам мелочи, которые могут пригодиться нам в дороге, бросила на настил остававшиеся плащи, и мы выкатили наше сооружение за ворота монастыря. Я закрепил мачту, и наш импровизированный корабль был готов к ледовому походу. Подождав, пока Мелисса устроится поудобнее, я уперся в настил и стал толкать конструкцию, чтобы придать ей начальную скорость. Когда она заскользила по льду, я запрыгнул на палубу сам. Пришлось немного повозиться с запутавшимися веревками, прежде чем удалось расправить парус. Несмотря на затишье, он тут же вздулся пузырем. Я закрепил его в таком положении, и мы начали постепенно набирать скорость. То, что погода стояла тихая, было даже хорошо. При сильном ветре управлять этим кораблем было бы трудновато. Двигались мы не быстро, но тем не менее в несколько раз быстрее, чем если бы шли пешком. Самым приятным было, что для этого нам не приходилось прилагать никаких усилий. Первые четверть часа Мелисса сидела, напряженно обхватив мачту обеими руками, но скоро привыкла и, видимо, стала чувствовать себя вполне комфортно. Она перебралась на переднюю часть настила, укрылась еще одним плащом и стала всматриваться вперед, в далекую линию безоблачного горизонта. Я устроился на корме и по мере необходимости корректировал положение паруса. Горное озеро, по которому мы двигались, не должно было быть слишком большим. Я надеялся, что мы доберемся до противоположного берега часа через 2-3, хотя кто знает, какие причуды таит природа чужого мира. Довольно долго мы ехали молча. Я любовался бездонным синим небом, покрытыми снегом далекими горными вершинами и сверканием солнца в окружающей нас ледяной глади. Мелисса укуталась с головой в плащ и, как мне показалось, задремала. Солнце уже начало клониться к закату, а другой берег на горизонте был от нас так же далек, как и в начале пути. Вспомнив о непроглядной темноте прошлой ночи, я пришел к неутешительному заключению, что в этом мире, скорее всего, нет луны, и после того, как солнце скроется за линией горизонта, нельзя будет рассчитывать даже на самое минимальное освещение. Продолжать движение под парусом в почти полной темноте было бы довольно рискованно, но и ночевать посреди ледяной пустыни совсем не хотелось. Как я не ломал голову, никакого подходящего решения на ум не приходило. Оставалось только надеяться на чудо. Мелисса зашевелилась и выглянула из-под плаща. Я, кажется, заснула. Она глянула туда, где уже давно должен был появиться берег. «Мы что, никуда не движемся?» — удивилась она. «Нет, мы не останавливались ни на минуту. Наверное, озеро больше, чем кажется с первого взгляда», — предположил я. Мелисса подняла глаза вверх и стала во что-то всматриваться. Кроме начинающих появляться на небе звезд, я ничего не видел. Через некоторое время Мелисса сказала: «Мне кажется, мы двигаемся по кругу. Посмотри, вон та звезда». Она указала рукой в небо.
описывает вокруг мачты ровный круг каждые 5 минут. Наверное, мы попали в какой-то циклон в центре озера. Она была права. Я даже и не заметил, что мы движемся по кругу. Берег почти сливался с линией горизонта, и в его форме нельзя было заметить никаких изменений. Я опустил парус, мы остановились. Чтобы выбраться из циклона, мы слезли на лед и стали толкать катамаран вручную. Примерно через полчаса мы решили проверить, какое направление примет ветер в этом месте, и снова подняли парус.